Всем привет! Бурсатский спуск – один из самых известных спусков в Харькове. Он расположен между двумя станциями метро «Исторический музей» и «Центральный рынок». Спуск следует от площади Конституции до реки Лопань. Его протяженность составляет 500 метров. Он пересекается с Клочковской улицей, затем выводит от площади Конституции прямо к реке Лопань, а далее ведет к Центральному рынку. Крутизна спуска превышает 10 градусов. Откуда появилось такое название и причем тут слово «ракло», расскажу в этом видео. Свое название спуск получил благодаря бурсе, которая находилась здесь, духовной семинарии, открытой при Харьковском коллегиуме в 1773 году. Здесь жили и воспитывались преимущественно дети-сироты. Интересно, что поначалу место стали называть Семинарской горой, площадью или улицей, Бурсатской площадью или переулком, а после 1917 года переименовали в спуск 12 ноября. Так он официально и назывался до 1941 года. В начале 19 века бурсу преобразовали в духовное училище с двумя отделениями – приходским и уездным. Для духовного училища в 1817-1825 годах вдоль склона построили большой корпус казарменного вида. В 1881-1885 годах его расширили, надстроили, а также украсили фасад по проекту архитекторов Кирилла Толкунова и Бориса Покровского. После этого в здании помещался Институт культуры. По бокам от него сохранилось несколько бывших купеческих жилых домов второй половины XIX века. Существует легенда, что именно с этой бурсой связано происхождение известного харьковского ругательства «ракло». Говорят, бурсаки устраивали регулярные набеги на торговок Благовещенского базара. С криками «Вперед, Гераклы!» они разгонялись на спуске и проносились через базар, хватая по пути все, что плохо лежит. Гераклы у базарных торговок трансформировалась в раклы. При словах «раклы бегут» они прятали товар. Еще рассказывают, что между мужской бурсой на Бурсатском спуске и Благовещенской церковью существовал подземный ход. Так как бурса была закрытого типа, учеников редко выпускали на улицу. Возле Благовещенской церкви жило много молоденьких девушек. Вот парни и решили рыть тоннель. Девушки в свою очередь стали рыть тоннель навстречу. И прорыли 2/3 тоннеля, тогда как парни прорыли всего треть. Спуск до первых десятилетий XIX века не был благоустроен. Вода размывала склоны, в них образовывались глубокие ямы, заполненные грязью. Они мешали бурсакам добираться до монастыря на ежедневное моление. Транспортное значение спуск приобрел с появлением Благовещенского базара. Однако добираться туда было мучительно трудно. Нужно было преодолевать склон, а затем плыть по реке на лодке. Жители пытались выравнивать путь, но это не помогало. Впервые спланировали и замостили спуск в 1860-х годах. Тогда же построили и деревянный мост, который заменили через 50 лет железобетонным. В войну мост был разрушен, а после 1945 года его восстановили. В 1884-1891 годах были произведены большие мелиоративные работы по выпрямлению русла Лопани и осушению берегов. Это помогло избавить Клочковскую улицу от ежегодных затоплений. В 1893 году на спуске насадили сквер, который просуществовал недолго. Только в 1956-1957 годах под спуском проложили металлические трубы большого диаметра для ливнестоков. В 1984 году при устройстве подземного перехода к станции метрополитена «Исторический музей» поверхность спуска была приведена в порядок. На южной стороне спуска располагается основанный в 1726 году и возрожденный ныне Свято-Покровский монастырь. В его ансамбль входит старейшее из дошедших до наших дней каменное здание Харькова – Покровский храм, освященный в 1689 году. В соседствующем с храмом доме, приобретенном у полковника Лаврентия Шедловского, с 1726 по 1840 год помещался главный корпус коллегиума, преобразованного в 1817 году в духовную семинарию.
Дом просуществовал до 1890 года. В нем после перевода семинарии в другое здание помещалась консистория, для которой построили новый дом. Ныне в нем помещается архив технической документации. А вдоль южной границы спуска между Университетской и Клочковской улицами сохранились здания, построенные в XIX веке архиерейским управлением. Среди них дом номер 3, построенный в 1883-85 годах и предназначавшийся для певчих. А также дом номер 7, построенный в 1857 году для монастырской гостиницы и перестроенный в квартирный жилой дом в 1886 году епархиальным архитектором Немкиным. Значительной утратой спуска является лишь изящная монастырская часовня, построенная в 1896 году архитектором Немкиным, которая удачно дополняла прекрасную и ныне панораму центра города, открывавшуюся с запада. С этим местом также связано имя Людмилы Гурченко. Народная артистка очень любила гулять по Рыморской через Бурсацкий спуск к Клочковской. А во времена войны ее мама работала в кафе на углу Бурсацкого спуска напротив входа в базар. Об этом она писала в своей автобиографической книге «Мое взрослое детство».